Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, управление личными задачами. Когда речь идет об управлении именно спектром личных задач, то прежде всего следует выделить такую фазу управления. Когда управляет Бог, Он управляет на уровне всех задач. И поэтому, когда личность, то есть человек, видит, например, свою собственную задачу так, как видит ее Бог, то получается управление личными задачами человека – это есть возможность увидеть, например, свои задачи так, как видит Бог. И исходя из этого вот выделения, фактически спектра, так скажем, да, личных задач в фазе макроуправления, всеобщего управления, это есть личностная задача человека, во-первых, да, и одновременно есть действие Бога. То есть ясно, что любое управление – это есть действие Бога. Но если, например, мы, предположим, берем и, например, какую-то фазу управления отдаленную от человека по его там, личным задачам в будущем, предположим, эту фазу рассматриваем сейчас как фазу личного действия, то вполне мы можем рассмотреть, что вокруг этого личного действия существует мир, созданный Богом, и который воссоздается или там развивается другими людьми, другими событиями, какими-то иными уровнями информации. То есть чем мы глубже как бы смотрим в структуру собственной души, отражающей внешние события, тем точнее мы видим личные задачи. Как правило, круг задач очень бывает прост у человека, то есть человек понимает, какие примерно задачи у него сейчас есть, но или даже пусть точно, да, понимает, но при этом ситуация такова, что, во-первых, задачи могут меняться. То есть человек идет по улице, задача сменилась, да, сделать поворот куда-то, заходит в магазин, задача опять меняется. И получается, что существуют задачи ситуационного плана, которые также влияют на принципиальные задачи человека, потому что он заходит в магазин, находится в этом магазине какая-то вещь, но, возможно, она меняет его управляющий уровень. То есть это не просто вещь, а некая значит, система внешнего управления именно со стороны Бога, предположим. И при этом Бог вложил туда смысл действия человека, то есть решение, которое будет исходить от человека. То есть личная задача – это принятие решения, даже, казалось бы, в таких бытовых ситуациях. Поэтому в этом плане получается, что если когда человек лечит другого там, от какого-то сложного заболевания, или же действует по уровню макроспасения, то он действует совершенно близко к Богу. То есть он действует так, что его контакт с Богом, он достаточно прямой, и его личная задача совпадает на самом деле с задачей Бога, по сути. Бог сделал так мир, что есть задача все-таки нормальной жизни всех людей. И получается, что исходя из этого, когда человек там лечит или спасает, он действует прямо, в общем-то. И по логике в этом уровне ему, вообще говоря, даже проще, по сути, потому что он действует как бы когерентно, да, с уровнем управления Бога, и есть уровни совершенно однозначные, например, там макроспасение – это одновременно и уровень действия Бога. Так вот здесь вырисовывается такой достаточно конкретный план. Когда вы занимаетесь управлением именно личными задачами, то получается, что, во-первых, есть, например, как таковое, да, сама задача, а есть управление спектром задач. То есть решение – это тоже задача на самом деле. То есть решение какой-то проблемы или какой-то задачи тоже задача, одна из задач. Можно выделить структуру самой задачи, можно выделить задачу решения данной задачи, поэтому управление личными задачами подразумевает достижение все-таки решения именно нужного для человека какой-то проблемы, именно для данного конкретного человека. И получается, что когда мы говорим для данного конкретного, то здесь получается, что мы видим, вообще говоря, часто и другого человека, который хотел бы решить, например, проблему так же. Ну, например, человек захотел выздороветь, любой другой тоже, если есть какие-то проблемы, хотел бы выздороветь. Неважно даже, чем он болеет. Да? Есть однотипность действия. То есть задача распределяется, как логически ясно, еще и по как бы вертикальным, так скажем, уровням однотипности. И если мы рассмотрим, скажем, горизонтальный или какой-то другой уровень, где есть линейность, то есть пролонгированность действия задач, то получается, что Бог создал мир так, что значит, есть в элементе как его информации Бога
как личностный фактор действия, где мы можем выделить свою, например, собственную систему действий или одного действия. И при этом Бог показывает, что личностный фактор, он как глубоко индивидуален, то есть в любом уровне действия есть глубина вашей души, получается. И когда вы, например, из этого уровня, например, переходите уже к себе, но как бы к физическому телу, да, к себе, то получается ваша душа практически как бы думает в уровне решения задач. То есть вот обратите внимание, если мы хотим, предположим, задать вопрос, где есть мысль души, например, да, как вообще душа принимает решение, ведь душа обладает полной свободой действий, так же, как, кстати, и дух, да, человека, или там сознание человека. И критерием вот этого действия является решение личной задачи. То есть личная задача — это не совсем простой элемент, на самом деле, управления или элемент мира. Это есть некая матрица, вокруг которой практически в общем-то, сосредоточены определенные системы управления, ну, такие как действие души, например, как задача души, да, как, например, действие духа или духовное действие. И когда мы начинаем это видеть, то получается личная задача — это есть путь, который дает, по сути, это Бог человек. Вот когда человек ощущает истинно личную задачу, это есть именно путь, который дает Бог. И получается, что когда вы по этому пути начинаете развивать, например, свою систему управления, то вы видите, что любые ситуационные действия, которые возникают, вот, когда вы выделяете именно спектр личных задач управления, это есть то, что принципиально вас касается, вот даже какие-то как бы мелкие, да, нюансы управления. И при этом можно часто видеть, что, предположим, фразы какие-то или слова, или там, предположим, действия словесные, они часто не имеют принципиального значения, потому что вам главное достичь управления, а здесь получается, что можно говорить разные слова, можно, например, совершать разные действия, но структура личной задачи, она всегда достаточно устойчива в плане том, что пока задача не решена, можно говорить там разные слова, можно предпринимать разные действия, а вот именно что задача не решена, это есть, предположим, ну, некое действие души по решению. Вот здесь можно очень четко следить действие души, что душа ваша всегда решает ваши задачи. И очень четко виден обратный механизм получения знаний. То есть вы здесь очень конкретно видите, как душа решает задачи. Ведь Бог, который имеет под контролем всю реальность, он постоянно что-то решает, получается, логически даже, и реально так. Следовательно, Бог решает именно душой все-таки, потому что по аналогии человек решает задачи в первую очередь душой. Ведь почему я так сказал? Потому что мы можем делать аналогии, исходя из того, что план как бы личных задач — это есть тот уровень управления, который мы понимаем как необходимость решения. Вот в личной задаче, да, существует уровень, ну, который как бы несет некий уровень, что ли, будущих событий обязательно. То есть человек, который обладает, например, прогностическими возможностями, он может однозначно сказать, что да, там все равно та или иная ситуация, она разрешится и проблем нет. Но кроме того, что так можно сказать, надо еще ее и решить. Получается, что для тех, кто может прогнозировать, в общем-то, ситуация проще, но по сути есть ситуация совершенно однозначная. Ясно, что все спасутся. Например, я могу просмотреть будущую ситуацию, сказать, что это так. Вопрос только в том, в чем есть индивидуальный путь каждого человека к этому спасению. И когда мы начинаем анализировать данный путь, то Бог показывает то, что общее знание по общим как бы задачам, связанным, например, с задачами личности и частной, индивидуальной именно задачи, это есть то, что Бог дает как состояние духа. Вот здесь очень важно определить этот момент. Задача как состояние духа и состояние духа, решающего данную задачу. То есть в любой задаче всегда есть ответ. Например, если там какая-то даже математическая задача, я по своей практике могу сказать, там мне попадалась,
я сразу различал фракцию ответа. То есть там прямо на опыте конкретно видно, что, скажем, есть некая полусфера, а там просто лежит ответ, как бы на самой задаче. Самое простое элементарное действие — взять, например, да, данный ответ и записать. Но ведь требуется количество действий, чтобы показать, что предмет ясен, да? А вот количество действий — это есть то, как человек понимает сущность данного процесса. Предположим, в математике мне там приходилось какие-то там методы специально из-за этого, хотя ясен ответ, все-таки я методы какие-то там рассматривал, да? Но здесь речь не о математике, а о том, что в личном плане такой же уровень решения, естественно, есть, да? Только в том плане, что задача там, математики или где-то, она имеет решение или, например, не имеет решения. Но для человека, который имеет практику в собственной жизни, как именно как бы цельный такой ориентир действия, да, там получается, что у него прежде всего вырисовывается как бы в его восприятии, что это и есть лично он, как бы в действии Бога получается, с точки зрения духа человека. Вот здесь надо быть внимательнее в этой системе познания. То есть воспринимать именно так, как я говорю, именно с точки зрения духа. Потому что здесь как бы уровнем контроля является динамическая величина, дух человека самого. И как бы высокодуховный человек, он более просто считает, что решает задачи, например. И если исходить из аналогии тому, как это делает Бог, например, то получается, что Бог действующий, то есть именно тот, который изначально смотрит именно в действие, ведь взгляд Бога — это все-таки взгляд действия. Если рассмотреть, как вообще Бог воспринимает действие человека, то получается, что Бог воспринимает все-таки именно взглядом действия. Вот представить, что у Бога есть некий, например, какой-то статичный взгляд, да, который, предположим, ну так скажем, находится на уровне, например, одного фиксированного действия, это достаточно, в общем-то, сложно для восприятия человека, потому что Бог — это есть проявление всех явлений. И когда вы рассматриваете по аналогии ваш уровень контроля, да, за своими задачами как контроль действия, то получается, что просто так смотреть на задачу, в общем-то, даже и по сути нецелесообразно. Надо обязательно что-то предпринимать для действия, для оптимизации, что ли, да, решения данной задачи. И здесь возникает простой кодекс поведения, получается, в уровне управления. Бог, действующий по уровню обязательно все-таки улучшения для людей, да, позиции познания в первую очередь, он дает возможность также действовать человеку. То есть действие, которое приводит к тому, что на каждом уровне действия вы познаете, при приближении, например, да, к задаче, приводит к тому, что у вас возникает опыт решения данной задачи еще до достижения самой задачи. То есть это очень простой механизм, когда вы еще не знаете, в общем-то, сути задачи как таковой, да, но уже можете ее решать. Вот в управлении это важный уровень приближения к задаче, потому что мало ли, а вдруг задача сложная, да, или вдруг задача такая, которая требует обязательного решения. Тогда получается, что вы должны прийти сюда с готовым механизмом решения, именно к формулировке задачи. И получается, что у человека есть такая же необходимость, как и при действии, идущем от Бога, создать, так же, как фактически у управляющего действия Бога, создать уровень предварительного решения задачи до формирования самой задачи. Следовательно, здесь по личностному плану человек должен участвовать в формировании задач. По большому счету человек всегда участвует в формировании своих собственных задач. И более того, он изначально основной круг задач на самом деле знает. При организации человека закладывается совершенно явно для его сознания, что он должен сделать. В бесконечном развитии это на самом деле бесконечное количество дел. И когда вы рассматриваете уровень как бы локальных задач каких-то там, ну, за какой-то период, да, то с точки зрения бесконечных задач, естественно, они решаются. Вот вам достаточно воспринять свет именно бесконечных задач, которые вам требуется решить. И получается, конечные эта задача, естественно, решается. Поэтому первый элемент действия — это легкость решения задач с точки зрения бесконечного уровня развития информации. А когда вы, например, получаете
именно бесконечное действие, то получается, что вы можете получить как бы какую-то конечную величину, как величину уже изначально решенную. Ну, то есть свет, отраженный от бесконечной фазы событий, если бесконечная фаза, это, например, какая-то, пусть даже очень большая, но конечная сфера. Тогда получается, когда вы ее вообще рассматриваете, вы ее засвечиваете. То есть посмотреть это сначала ее как бы воспринять, да, засветить в своем сознании. Получается, посмотреть это тоже работа, уметь воспринять это тоже некое действие изначально. И получается, что исходя из этого мы вполне можем знать, например, сейчас, действуя в уровне управления, вот в текущее время, да, мы засвечиваем задачи, скажем так, всего мира, да, и при этом очень четко сразу выявляем, какие задачи связаны с нашими, то есть личными задачами там, конкретного человека, например. Здесь ясно, что задачи могут быть самые разные, то есть можно рассмотреть ваши личные задачи сейчас как задачи, которые связаны вообще с отдаленными какими-то совершенно часто как бы в произвольном, что ли, порядке делами. Например, там в Тюмени улучшить экологическую обстановку. Почему, например, там я сейчас должен заниматься, да, Тюменью, но когда я рассматриваю уровень личной задачи, я дальше начинаю понимать, почему. Потому что если я сейчас заложу уровень управления, и все участники семинаров в текущее время, сейчас, смогут сделать управление по Тюмени, ясно, что в будущем мы можем прийти, например, к уровню, предположим, там, топлива, где не расходуется ресурс. То есть это из бесконечного уровня информации. Если мы начинаем развиваться дальше, то ясно, что какие-то задачи имеют логическую природу, а какие-то имеют, там, например, информационную. Вот в данном случае по Тюмени это как прогностические системы можно настроить и посмотреть, почему так. Но есть еще задачи, идущие от Бога. То есть Бог вправе поставить перед человеком всегда, вообще говоря, любую, по сути, задачу, но, как правило, он ставит, и всегда, на самом деле, он ставит выполнимые задачи. И когда мы хотим понять, как их решить, именно эти задачи, то задача приобретает вид событий. То есть при этом все внешние события, как другая сторона конуса, это есть раскрытый уровень Бога, именно данные в виде знания. То есть если задаться вопросом вообще, как Бог пишет, например, да, задание, как, предположим, в школе, тогда достаточно просто рассмотреть обратную сторону этого конуса, то есть посмотреть на эти события, ну, предположим, та же Тюмень, да, неважно, Москва, там, любой другой город мира, вообще любая другая галактика, и при всем при этом мы видим его почерк, то есть мы начинаем видеть, как он вообще водит рукой. Когда при всем при этом мы наконец, например, там, как на листочке бумаги, там, в клеточку для первоклассника, да, или там для 10 класса, не суть важно, просто на обычном листочке бумаги начинаем видеть текст Бога, да, то мы видим, что этот лист, он и есть текст Бога, по сути. Вот это какое-то событие, там, какой-то лес, там, какое-то действие, это и есть текст Бога. Он просто дан нам в виде событий. И личная задача – это умение управлять данными процессами. И когда мы, например, начинаем, предположим, перекладывать структуру уже совершенно конкретно, то есть, например, пусть Бог возьмет и, например, там напишет, да, вот, именно так, то тогда стоит уровень, что Бог, Он действительно напишет, но Он может написать посредством того, что вы получаете знания и пишете своей рукой. То есть действия Бога вот здесь как раз-таки могут быть любые, но они всегда созидательны по отношению к вам. Вот чтобы не ошибиться, надо всегда видеть общую созидательность и абсолютную созидательность действий Бога по отношению к вам. Когда вы это видите, вам не надо даже брать как бы письменность, да, скажем так, задание, ну, условно говоря. Достаточно находиться все время в контакте с Богом на уровне глубокого состояния души. Тогда любое, например, там, заболевание излечимо, любое действие преодолимо, потому что вы всегда понимаете, что задача личности Бога и задача ваша, например, она совпадает в этом конкретном действии. И когда вы входите в такой уровень гармонии, то получается, что вы имеете уровень собственного развития, который позволяет вам познать Бога, познать действие Бога, но уже в логическом действии. То есть вам не обязательно входить, например, в уровень души там, в плане контакта там, другого человека. Душа другого человека – это абсолютно независимая величина, так скажем.
это абсолютно независимый мир часто, и при этом при всем вы можете вполне делать коррелированные, так скажем, системы управления, там, по макроспасению или по своим задачам, так же, как делает Бог. Столько разных людей в мире, не только людей, да, животных, там, объектах каких-то информации, в этих объектах информации есть другие подобъекты и так далее. И когда мы рассматриваем то, что в объектах информации есть уровень обратного к вам действия, то есть есть уровень как бы следующего познания по отношению к вам, то здесь мы вполне видим, что Бог создал так вот уровень свободы, да, системы, что задача каждой системы не соприкасается в плане там, противодействия на самом деле другой задачи. То есть мир, он есть мир свободных элементов реальности. Не только человек абсолютно там, свободен в этом мире должен быть, но и любой другой элемент также должен быть абсолютно свободен в плане божественного проявления действий, вообще говоря, по сути. Получается, когда по сути, это когда элемент вообще осознает, в чем принцип его свободы. А от Бога Бог и так видит, что он свободен. И вот достаточно как бы доразвить уровень, что ли, развития этого элемента до зрения Бога, так скажем, до видения Бога за задачи данного элемента, да, реальности. Тогда ясно, что можно остановить, например, взрыв в атомном реакторе. То есть, когда вы видите именно созидательное действие Бога и направляете, там, предположим, ядерную реакцию по этому потоку, это же все-таки информация, это конкретное пространство управления, то взрыв не происходит. Там не происходит, например, взрыв ядерной бомбы, в том числе, не суть важно. А можно преодолеть возможную глобальную катастрофу. И, в принципе, преодолеть, вообще говоря, единым действием, потому что это ваша личная все равно задача. Личная задача любого человека сделать так, чтобы не было по возможности даже и локальной какой-то катастрофы, не говоря же о глобальной. И поэтому, когда вы начинаете переводить круг, что ли, общего управления в круг личной задачи, например, по локальному управлению, то здесь стоит только лишь вопрос, вообще говоря, времени. То есть, фактически, если сделать очень большое управление по времени, да, то, конечно, можно получить какое-то управление, предположим, которое бы расформировало какие-то даже локальные катастрофы. Но тогда возникает вопрос, вот именно задача ли это только вашей личности, и как это выглядит. Если это даже не только вашей личности задача, как это выглядит на информации, например, да, то вы все равно фактически, ну, там, перед Богом обязаны все равно придать управление, если вдруг заметили эту ситуацию. Да? Поэтому, чтобы расформировать там локальные катастрофы, требуется все-таки коллективное управление в первую очередь. Хотя, если вы много работаете, и вы можете лично расформировать. Может быть, даже не обязательно много. Взяли, сделали управление, и нет локальной катастрофы. И если поставить вопрос, а почему все-таки происходят локальные катастрофы, или там какие-то происходят заболевания, да, у людей, что тоже не меньшая часто проблема там, или какие-то проблемные события, может быть, даже, знаете, не физического, там, чувственного какого-то плана или информационного плана. И как вот сделать так, чтобы и здесь вы умели решать все задачи, причем сразу. То есть, получается, личность находится в ситуации, когда в условиях еще, в общем-то, возможного глобального уничтожения человек вынужден решать задачи противодействия, то есть обязательно не допустить этого. Это достаточно часто, в общем-то, идет как бы сильное давление информации, что ли, много надо тратить управление на этот фактор реальности. Но когда мы говорим, ну, понятие траты — это условная вещь, тем не менее это все-таки действие, потому что в этом действии все равно вы осваиваете технологии, и говорить, что это просто тратится, так вот однозначно здесь сказать все-таки нельзя, вот, что именно в прямом понимании трата как бы там времени или ресурс, на самом деле это жизнь, это развитие, это управление, и благодаря этому и мир развивается вот именно в макроуровне. И когда вы дальше уже к своей личной задаче приходите, то получается, что человек находится в условиях необходимости решения, как, например, уровня макроуправления, так и действия по личным задачам, причем часто действия совершенно индивидуально. Вот есть какая-то проблема, и ею, да, нужно заниматься. И здесь получается, что вот именно выделение, так скажем, да, круга, что ли, или спектра задач, исходя из
спокойного, именно статичного состояния души, где задачи уже решены, но решены часто Богом. Ваша задача просто понять, то есть увидеть, где Он их решил, вообще в каком месте пространства и как. И просто пройти вот по этим уровням, и все. Вам достаточно просто пройти по уровню, где прошел Бог. А дальше они решаются, потому что решение Богом уже дано. И когда вы вот в такое состояние входите, то вы получаете уже интеллектуально, то есть образовательное, так скажем, с элементом образования, причем очень такого комбинированного образования, когда дух, душа, тело, сознание, вообще все элементы личности получают нужную практику в действии. Вот вы начинаете видеть, что действие отработано. Не просто вы получили какое-то решение проблемы, а вы уже имеете полноту своего действия, что вы получили опыт, да, например, или некое управление своим телом, вы получили умом, там, разумом, личностью, вообще любыми элементами вашей реальности. То есть вы поняли, что это действие такое, что вы получили гармоничное, так скажем, да, восприятие своего действия. Вот тогда получается, что вы находились в уровне своей собственной личной гармонии. И когда вы научитесь уже воспринимать любое действие как уровень личной гармонии, да, что любая личная задача, ее решение, это тоже уровень, в общем-то, в том числе личной гармонии. Потому что если сложная задача, или она как бы связана с преодолением негативных каких-то событий, то речь идет о том, что надо сначала решить, а потом уже либо воспринимать, либо, например, не обращать внимания, да? И уже решенные задачи, например, с негативными системами, но при этом не обязательно ее воспринимать, что она вообще существовала. То есть здесь вопрос в том, что негативный аспект при решении, значит, он должен быть расформирован, то есть информация в прошлом должна уменьшаться. Вот при решении личной задачи, где есть негативный аспект, нужно, чтобы с течением времени задача, как бы негативный, что ли, оттенок постоянно уменьшался. Так же и делает Бог. Он все время увеличивает события путем уменьшения негативного статуса событий. То есть дает все больше и больше знаний по возможности решения, да, следующих событий. Получается, негативный аспект, он всегда стремится к нулю. И когда вы смотрите на этот элемент, опять же, как на уровень все-таки гармонии, но в плане решения, да, что негативный аспект начинает отсутствовать, то получается совершенно конкретный критерий действия, где вот именно благодействие, или благоденствие, так скажем, да, но и благодействие тоже. Это есть уровень, который сопоставим с уровнем действия Бога, когда личная задача Бога — это научить людей, например, или там дать знания там, животным, или же там, всему миру по тому, как вообще мир организован. Тогда получается самоорганизация мира в условиях следующего действия Бога. То есть перед Богом становится следующая задача его личного действия и управления. То есть Бог, естественно, избрал себе путь бесконечного уровня решения, и поэтому его следующая задача — это на самом деле, по сути, еще больше ваше образование, то есть еще больше ваше знание. И он для этого создает, да, например, следующую реальность, по сути, для того, чтобы человек мог, например, точно сказать, что он уже имеет возможность вечного развития. Как только человек это может сказать, то перед Богом открываются более как бы существенные, что ли, горизонты в управлении с точки зрения восприятия и воззрения человека. Тогда человек, например, может делать какие-то совершенно там бесконечные элементы в действиях, да? При этом бесконечность, она часто упирается, опять же, в бытовые системы на самом деле. То есть вот бытовой уровень проявления, он в бесконечном действии всегда будет существовать. Есть физическое тело, есть уровень задач, и получается, что вот бытовой уровень, он всегда есть. И когда человек имеет возможность бесконечного развития и решает бытовые, да, системы, какие-то в своем поведении и действии, он понимает Бога уже в плане макропроявления. То есть он может физическим зрением видеть физическое тело единого Бога. И когда он, например, это осознает, он четко понимает, что он действительно создан по образу и подобию Божьему. И остается всего лишь навсего как бы освоить механизм действия Бога. Тогда получается, что личные задачи человека, причем всего человечества,
это есть то, как получить знание у Бога, который может иметь тот же статус, то есть, например, в физическом теле человека или человеком передает знания, да, тогда получается, что когда вы уже детализируете и начинаете думать, вот когда вы там в школе или более ранее детское, там, дошкольное время, или после окончания школы, ну, например, в юности, для тех, кто уже как бы преодолел, да, этот уровень, значит, решали задачи, то вы видите, что, например, на кончике пера, но с другой стороны, вот есть перо, условно, или там шариковая ручка, с другой стороны есть шарик, как бы такой светящаяся сферка, где есть знания, идущие от Бога. То есть в любом элементе информации есть знания, идущие от Бога. И если смотреть, сколько вы вводили там своей рукой, а сколько вы вводили по уровню, написанному Богом, то видно, что Бог для вас написал, то вы сможете увидеть любую там, неточность в своих записях в любое время, школьное. Например, да? И это есть колоссальный опыт освоения того, что должен делать человек в будущем. Вот, то есть, что нужно делать, чтобы в будущем вы работали точнее. Возьмите, как я сейчас предложил, продиагностируйте все свои действия и смотрите, где была неточность с точки зрения вашей сейчас. Да? Потом придите к тому, что есть действие текущего времени, и тогда это не было, например, неточностью, это было ваше действие. И ощутите связь между тем, что данное состояние, да, и состояние Бога, оно может быть идентично в плане, что ли, том, что человек должен понимать, что ведь у Бога, по сути, с точки зрения человека, ошибок нет. Мир имеет устойчивую все-таки форму развития, и один атом, например, на другой не наваливается. И получается, вот эта вот так называемая неточность, которую вы расписали, это есть ваше личное действие, это есть как бы действие познания, там, почерка Бога, да, по вашим задачам. То есть, получается, вы где-то там стремились к тому, чтобы правильно сделать управление. Нельзя сказать, что вы были неправы вообще-то. И тогда вы отсюда начинаете видеть, а как тогда вас Бог учил? Вот как? Из разницы между там, да, вот этим уровнем, который как бы между путем, так скажем, написанным, да, Богом, и как вы делали, вы можете увидеть, что это есть не разница, а есть объединение через слово, да, через действие. То есть вы через какое-то проявление свое личное, то есть проявляя себя так, как, например, вы себя проявляете, вы, по сути, развиваетесь по уровню единения с Богом, причем в любой транскрипции событий. Когда вы начинаете это понимать, вы можете отсюда увидеть свой личный уровень действия, увидеть вообще, где Бог вам говорит, вот возле вас, например, да, ну, не в виде, может быть, там, слов каких-то, а в виде действия, а в виде, например, понимания, в виде действия вашей души. Ведь действие вашей души – это тоже есть разговор с Богом, по сути. Ведь если Бог пишет, например, да, предположим, здесь можно сказать, что если Бог там может написать ручкой, да, или условно там светом, то вы можете перед Богом писать душой. Не обязательно писать ручкой. И отсюда получается, что душа, например, ваша, может делать, вообще говоря, работу, ту, которую делает Бог, когда ставит перед вами задачу, но она может ставить задачи перед окружающим миром. То есть, например, как развиваться там деревьям, как развиваться, предположим, животным, да, и так далее. То есть определяющая роль действия человека. Почему человек имеет больше степеней свободы? Потому что получается, что здесь, когда вы, например, делаете управление, то вы можете писать душой именно для других, и другие начинают воспринимать ваш почерк так же понятно, как вы воспринимаете почерк Бога. То есть душа – это есть уровень передачи однотипных знаний для другого мира. То есть уровень выхода на все системы реальности, по сути. И когда вы так делаете, вы видите, что другие элементы реальности, там, животные, предположим, да, и так далее, они воспринимают действие Бога, но через вас. То есть, получается, вы должны быть примером, по сути. То есть, как действовать и вообще как должны развиваться другие системы мира. Это тоже одна из личных задач человека в целом. То есть, есть общечеловеческие задачи как таковые, относящиеся к человеку. И когда вы, например, начинаете отсюда
предположим, ну, делать такое управление, что вы получаете понимание того, как вообще образовывать какой-то, предположим, элемент информации, да, как его развивать, то здесь получается, что вы можете данный элемент информации какой-то вполне развить до уровня, предположим, там, вечного развития или там, соприкосновения вечных знаний, или вообще до вечных знаний, только тем, что вы сами это делаете и к этому стремитесь. То есть ваш личный опыт, ваше личное движение, это и есть уровень, вообще говоря, знаний для всего остального мира. То есть если вы хотите развиваться бесконечно и вечно при, например, минимуме усилий, так скажем, да, то есть не вкладывая, например, какой-то, с точки зрения внешнего наблюдателя, так скажем, да, какой-то сильный ресурс или там не тратя много времени и так далее, что, в принципе, так и должно быть. Не надо там особо часто там что-то, там, много что ли вкладывать в управление, какое-то большое количество управляющих систем закладывать, или что-то конкретно вкладывать в управление в виде области информации или объема информации, то получается, что здесь вы можете получить вполне сопоставимое, например, развитие, если вы выбираете как бы своеобразный путь, ну, скажем так, легкого развития. То есть вот вы, например, там утомились, да, у вас есть свои задачи личные, но в вечном развитии все-таки всегда существует даже теоретический уровень, что возможно утомление. Тогда, получается, вы должны выйти на уровень легких задач, легко решаемых задач. А получается, что легко решаемые задачи, ну, посмотрите, как делает Бог с точки зрения управления личными задачами. У него вообще любое действие может быть, там, например, сверхлегким, смотря как он посмотрит, ну, на данное действие, смотря как он его воспримет. Ибо он может менять и свое собственное восприятие. Значит, вы можете также просто поменять восприятие, воспринять будущие задачи как задачи, например, легкие. Для этого нужно просто-навсего перейти на фазу легкого действия, то есть, ну, как бы не напряжного или там такого облегченного действия, и спокойно уже развиваться в этом русле, то есть не тратя, например, ресурс так, как вы, например, тратили на уровне там, глубины познания, да? Но по сути это тоже, это и есть глубина познания, умение варьировать задачу, умение перемещаться между сложным, там, легким, между простым, да, каким-то, или же усложненным. И получается, что исходя из этого, вы приобретаете уровень мобильности, который свойственен на самом деле именно Богу. То есть он может мобильно, там, в зависимости от воли, да, лично менять задачи. Менять управление там, или отдыхать, или напряженно работать, предположим. Но здесь возникает следующий такой своеобразный аспект тогда, что он хороший достаточно, этот аспект, естественно, что тогда вы начинаете видеть вообще, где задачи к вам приходят, то есть куда они к вам приходят, к вашей личности. Вы начинаете тогда видеть этот как бы путь, вот, как вообще задачи к вам идут. Ведь в мире все так устроено, что у каждой системы, включая, кстати, у ваших задач, есть собственный путь к вам. Вы стремитесь к Богу, значит, любой объект информации также может стремиться к вам. И тогда получается, что вы, например, ну, варьируете систему так. Вот к вам позвонил какой-то человек, вы хотите встретиться, вам некогда, предположим, да? Он как-то к вам стремится, вы это знаете. Он может позвонить, он может назначить место встречи и так далее. Или вы назначаете место встречи. Но, например, путь, который именно на физической реальности проходит данный человек, да, или какое-то событие, это есть путь, когда вы контролируете, ну, с человеком проще, да, с человеком гораздо легче. Можно созвониться. Вот уровень легкости. Подобный уровень, подобный Богу, всегда дает легкость в управленческих системах. То есть вы можете, в принципе, ну, сделав управление вокруг него благоприятное, но быть уже уверены, что да, человек сможет прийти в это место, предположим, да, какое-то, ну, которое является местом встречи, либо назначено им, либо вами. Так вот, Бог назначает встречи так и делает так, то есть он есть, во-первых, везде и всюду, но одновременно он может назначить конкретное место встречи, ну, с собой, как, например, с физическим лицом, да? И таким образом, что вы это поймете, что это и есть Бог, тогда вы можете эту встречу реализовать в плане, например, да, своего личного развития, в плане, предположим, достижения какого-то действия управляющего, а можете эти знания передать всем. Тогда получается, что когда вы передаете, вы делаете для всех, но и для себя тоже, через их результат. Получается, получение результата у других людей,
это есть ваше действие, и отсюда вы решаете свою личную задачу именно вечного развития. То есть вечное развитие — это есть уровень, когда все-таки все знают систему вечного развития. Тогда к вам приходят те знания, которые вы должны дать следующим людям. Да? Тогда получается, что у Бога действительно всегда много задач, Он всегда дает следующий уровень, хотя один уровень уже отработан. И при этом его уровень развития следующий еще более устойчивый в плане человеческого восприятия. Поэтому, когда вы формируете свое восприятие на легкой задаче, например, вы должны видеть, что задача должна быть облегчена вашим действием все-таки, но действием, например, души. То есть, что есть облегчение? Это есть тоже ваше действие. Это есть то, что, по сути, душа, вообще говоря, решила задачу. Вы даете ей свободу в решении, свободу в действии решения. Таким образом, вы можете увидеть действие души по задачам, которые идут к вам. То есть, задачи видны как некий коридор, ну, например, похожий, например, на некую очередь в светооптике. Что вот есть некие капсулы, там это есть задачи, как капельки воды такой, белой росы, скажем. И задачи спокойненько как-то очередь ждут, перемещаются. Это, кстати, надо обратить внимание, что это относится к событиям. Там, да? Вот к людям такое не относится. Люди всегда бесконечная величина. То есть вот понятие очереди людей, восприятие Бога не существует. Есть очередь из задач событий, то есть там какие-то места, какие-то вот здания, скажем, да, и они выявляются в виде этих сфер. Дальше вы уже видите, как люди управляют этими системами на уровне управления так, как делает Бог. То есть Бог управляет зданиями, но Он не обязательно там крутит, да, какие-то механические системы. Ему не обязательно строить, могут люди построить. Вопрос в том, что Он дал разум и знание людям. Получается, что вы можете любой другой объект информации развить путем точного действия, придавая разумность другому объекту. Любому, там, атому, там, или молекуле и так далее. И здесь главное, как придать разумность. Есть сфера действия, там есть сфера развития атома, да? Делается управление в его именно бесконечное развитие. И все. Тогда, получается, элементы внешнего мира, те же самые атомы, начинают иметь вечную структуру развития. Но тем самым вы же и свои атомы делаете вечными, получается. Потому что все связано. Научитесь делать, если хотя бы один атом, например, вечным, то получается, такой атом в вас, он уже вечный. И отсюда следует, что вот принцип вечности в действии, да, в решении личной задачи Богом, человеком, всеми элементами реальности, это есть принцип, который дает некую каноническую форму в решении задачи. То есть это как некий маяк или там, скажем, большой столб света, который виден везде и всегда. То есть любой объект информации этот своеобразный столб света воспринимает, вообще говоря, одинаково. И это есть знание Бога, это есть действие Бога по предоставлению этих знаний. И отсюда всегда можно знать, как воспринимает другой объект информации. Если надо понять, как вообще камень там воспринимает, например, там корабль, да? Положить камень на берегу, выбрать специально условно, и постараться понять. Тогда надо вот этот свет всеобщего действия рассмотреть, возле, что ли, себя. Его увидеть очень просто, он всегда есть, просто надо на это выйти. Это все равно, что некая дверь открывается, и он там есть. И тогда, с точки зрения камня, можно воспринять корабль. Просто для камня корабль очень маленький. Но есть камни, основная структура камней воспринимает предмет любой, в общем-то, в реке, так же, как воспринимает, например, какой-то предмет, управляющий действие души человека. То есть душа может создать камень. И получается, что когда душа может создать камень, или душа может создать любой элемент реальности, вы начинаете понимать, как вообще Бог создал реальность. По однотипному действию именно вечного развития. То есть в данном случае я просто разложил механизм создания камня, да, Богом. То есть камень должен воспринимать так же, как воспринимает, например, действие души человека. Вы можете взять растение, но растение может воспринимать тот же корабль в том же виде. Просто для камня, например, корабль очень маленький, а для дерева он очень большой. Гораздо больше, чем он реально есть. Да? Действие человека все нормирует, все ставит на свои места. Управляющее действие человека — это есть норма всей реальности. И с точки зрения духа можно увидеть
как воспринимает дерево или как воспринимает другой человек какое-то событие. И вот здесь можно определить принципиальную разницу человека и любой как бы другой системы, так скажем, да. Человек всегда воспринимает, во-первых, индивидуально, во-вторых, так, как воспринимает Бог личные события человека. То есть человек воспринимает всегда с точки зрения своих личных событий будущего. По сути, личные события будущего всегда влияют на человека. И если мы хотим посмотреть, вот все люди одинаково воспринимают там тот же самый корабль, да, то физически, да, они могут фотографировать, и, в общем-то, получается у всех одинаково. Но вот время восприятия, например, душой, время восприятия духом, это всегда разное время. То есть можно посмотреть, как устроена конфигурация действия духа человека или души на уровень спасения данного корабля. То есть каждый человек имеет, вообще говоря, свой механизм поддержания этого корабля, да, чтобы он там не затонул, предположим, да, то есть на воде. И получается, мы тогда выходим на колоссальный ресурс знаний человека. Вот, например, почему человек должен жить вечно, даже логически, потому что ресурс-то увеличивается, и часто такого знания, там, одного человека бывает достаточно, чтобы спасти там целые цивилизации, например. Потому что вот этот как бы, ну, своеобразно существует уровень, где время переходит в пространство действия, так скажем, да, и знания, они уже приближены к Богу, то есть человек, показывающий путь к Богу, он уже приближен, и тогда, пройдя уже, да, получая человеческим путем, нет проблем, вы решаете все элементы управления, те, которые умеет и знает данный человек. Как только вы выходите на уровень макроспасения, а когда уже большое количество людей это может делать, то получается, что вы вполне решаете свои личные задачи. То есть вы уже точно уверены, что вы уж точно решите свои личные задачи, потому что люди-то как бы какие-то похлеще, да, ситуации решали. То есть вот логика такова, что именно людское уже знание начинает играть уровень именно всеобщего достижения каждым человеком своей личной задачи. Ну, это как бы не совсем, конечно, похоже на вариант как бы коммунистического общества, где все блага там как-то распределяются и текут беспрерывным потоком, да, судя по предварительным образовательным данным. Вопрос здесь совсем в другом, что здесь просто каждый индивидуально может выбрать личное управление, исходя из этой технологии, когда начинает видеть, где задача другого человека реализуется с точки зрения движения этого человека к Богу все-таки. То есть в отличие от обычного варианта, ну, скажем так, коммунизма или других социальных систем, да, в этом плане, подобного типа, в данном случае речь все-таки идет опять же о личности, которая стремится к Богу все-таки. И когда вы начинаете это видеть, то вы начинаете видеть, что другие могут увидеть только те задачи, которые личность выставляет для общего зрения. Только те методы и способы, да, которыми личность овладела для всеобщего блага. Но когда вы делаете действия через макроспасение, вы всегда делаете через всеобщее благо. Получается, что определенные действия вы всегда показываете как действия для других обязательно. Также и Бог, Он всегда показывает, что есть для других, но у Него этот показ настолько выбухал, так скажем, настолько огромен, что весь внешний мир для человека это и есть действие Бога как для других, так и, конечно, для Него, да? Но для других Он показывает, получается, гораздо больше, целые миры. И отсюда получается, чтобы управлять системой устойчиво, да, или там вечно, и устойчиво, потому что устойчиво это обязательно вечно, нужно сделать гораздо больше для других, чтобы, получается, ну, решить, например, там, частную личную задачу. Например, Бог захотел там пойти в магазин. Тогда он должен что? Построить мир, да, создать магазин, создать социальное общество. Это, в общем-то, как бы условная, на самом деле, задача личная, но, в принципе, так оно и есть. Чтобы что-то создать, надо сначала создать целый мир, по сути, в управлении, да, в решении личной задачи, и мир должен быть сопоставим с миром реальным. Тогда ваши личные задачи как раз-таки и решаются. При данной технологии старайтесь практиковать так, чтобы решение личных задач было обязательным, потому что это очень важная вот именно в этом плане лекция, сегодняшний семинар, где вы еще сами практикуете в качестве семинарского управления.
что личная задача должна обязательно решаться. Ну, естественно, она должна быть созидательной, это понятно, да, но тем не менее она должна обязательно решаться. И вот структурой является именно организация такого мира, как мир, созданный Богом. Тогда решение обязательно происходит. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо за внимание.